Тема сегодняшней лекции — кватернионные уравнения релятивистской квантовой механики. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим кватернионную форму уравнения Клейна-Гордона-Фока. Затем мы запишем данное уравнение с учетом электромагнитного поля. Потом мы рассмотрим задачу об электроне в однородном магнитном поле. И, наконец, в последнем пункте мы рассмотрим возможную полевую интерпретацию кватернионного уравнения Клейна-Гордона-Фока. Так, уравнение Клейна-Гордона-Фока. Это данное уравнение было опубликовано в 1926 году тремя авторами. В апреле была направлена статья Оскара Клейна, в июле Владимира Фока и, наконец, в сентябре Вальтера Гордона. Справедливости ради нужно отметить, что впервые данное уравнение было рассмотрено Эрвином Шрёдингером. Однако оно не было опубликовано, и поэтому оно носит имя Клейна, Гордона и Фока. Итак, это уравнение, оно соответствует релятивистскому соотношению между энергией и импульсом частицы. Если мы в этом соотношении заменим величины их квантово-механическими операторами и подействуем на волновую функцию ψ от rt, то мы получим вот такое уравнение, известное как уравнение Клейна-Гордона-Фока. Данное уравнение может быть представлено в кватернионной форме. Мы уже однажды это проделывали в лекции про уравнение с массой для полей с массой кванта неравной нулю. Но здесь мы еще раз воспроизведем быстро этот вывод. Соотношение для энергии импульса релятивистской частицы может быть представлено вот в таком виде, в операторном, в виде произведения двух сомножителей, где здесь представлено разложение по пространственно-временному базису ЕТ, ЕР и ЕТР. Если мы в этом соотношении заменим операторы их квантово-механическими выражениями, оператор энергии через производную по времени, импульс как оператор градиента. Градиент мы представим как разложение по элементам базиса кватернионного А1, А2, А3 и выберем пси-функцию в виде пси-диона, состоящую из пространственно-временной сложной части скалярной и пространственно-временного сложного вектора. И подействуем на эту пси-функцию нашим оператором, то мы получим вот такое кватернионное уравнение, где здесь стоит пси-дионная пси-функция, а здесь стоят операторы, разложенные по пространственно-временному базису. Если мы будем рассматривать заряженную частицу во внешнем электромагнитном поле, например, электрон, тогда вследствие принципа минимального взаимодействия нам следует заменить операторы, производные по времени, вот таким оператором, то есть добавить скалярный потенциал φ, а оператор градиента мы должны заменить вот таким оператором, добавив векторный потенциал А. Тогда наше уравнение усложняется и представляется вот в такой кватернионной или сидионной форме. Здесь везде подразумевается клиффордовское умножение векторов. Если мы аккуратно проделаем, вот, перемножим два это оператора с учетом того, что они действуют на пси-функцию, то мы получим вот такое следующее выражение данного уравнения. Здесь есть, замечу, скалярная часть вот такого вида, а также векторная часть, которая содержит в себе напряженность магнитного поля H и напряженность электрического поля E. Далее. Давайте мы рассмотрим электрон только в магнитном поле. То есть электрическое поле уберем, скалярный потенциал уберем, оставим только векторный. Уравнение немного упрощается и записывается вот в такой форме. Теперь, если мы будем рассматривать стационарные состояния с определенной энергией, тогда волновую функцию можно искать в виде вот такой, в виде амплитуды, зависящей только от координат, а временная зависимость будет выражаться экспонентой вот такого вида. Давайте рассмотрим однородное магнитное поле, направленное вдоль оси Z. То есть напряженность магнитного поля будет равна следующей величине. B – это амплитуда этого поля, а направление будет задаваться вектором А3. Такому полю соответствует вот такой векторный потенциал. Если мы это все подставим в наше исходное уравнение, то мы получим вот такое модифицированное уравнение уже для амплитуды волновой функции. Оно опять содержит скалярную часть и вот такую векторную часть.
Для решения этого уравнения заметим, что операторная часть левая, она коммутирует с операторами py и pz. Поэтому решение можно искать в виде вот такой вот, в виде плоских волн по y и z и такой зависимости от x. Если мы подставим это в наше уравнение, то мы получим следующее уравнение. Здесь будет ставить собственные значения оператора py и pz, и остается только производная вторая по x, а также вот здесь стоят координаты x, ну и векторная часть. Теперь, чтобы избавиться от векторной части, мы будем искать решение нашего уравнения в виде собственных функций оператора А3, как мы делали в прошлой лекции. Тогда, значит, наша функция может быть выражена вот в таком виде, как мы рассматривали на предыдущей лекции, в виде двух слагаемых, содержащих вот две такие скобки. Значит, А0 плюс лямбда А3, А1 плюс и лямбда А2. Собственное значение лямбда для данной функции равняется плюс-минус единице. С учетом вот такой волновой функции мы получаем наше уже чисто скалярное уравнение. Вот здесь будет стоять собственное значение оператора А3, и тогда этот оператор становится полностью скалярным. Его можно преобразовать к другой форме, вот к такой, и тогда легко увидеть, что это уравнение осциллятора. Это уравнение известно, спектр этого уравнения тоже известен. И тогда мы можем записать вот такое выражение для собственной энергии, значит, этого осциллятора. Оно будет зависеть от собственного значения оператора А3 лямбда и также определяться числом n, квантовым числом n, определяющим уровень энергии данного осциллятора. Для справки вот здесь приведу нерелятивистское выражение для энергии осциллятора. Если мы извлечем квадратный корень вот из этого выражения и разложим его, значит, по степеням, учитывая только первую степень, значит, и для отклонения энергии от энергии покоя мы получим ту же самую формулу, как и в нерелятивистском случае. Волновая функция электрона также имеет ту же пространственную структуру, как и в случае нерелятивистского уравнения. Если мы рассмотрим только временную зависимость этой волновой функции и пространственную зависимость в виде функций, собственных функций оператора А3, то мы увидим, что эта функция содержит как бы две части. Первая часть, она осциллирует с частотой омега, и в пространстве она устроена следующим образом. Есть скалярная часть, А0 это единица, как мы помним, и есть векторная часть, направленная вдоль поля H. Эта векторная часть осциллирует либо в фазе со скалярной частью, когда лямбда равно плюс единица, либо в противофазе, когда лямбда равно минус единица. И вторая часть этой волновой функции представляет себе следующее. Есть пространственный вектор в плоскости, перпендикулярной полю H, плоскости, определяемой векторами А1 и А2. И этот вектор вращается с частотой омега либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, в зависимости от собственного значения оператора А3 лямбда. Вот такая пространственно-временная структура этой волновой функции. Она сложным образом зависит от x и в виде плоских волн по y и по z. Далее. Уравнение Клейна-Гордона в кватернионной форме допускает полевую интерпретацию. Действительно, давайте мы значит, еще раз перепишем наше уравнение. Значит, если с учетом электромагнитного поля мы должны сделать вот такие замены операторов и обозначим вот этот сложный оператор как дельта со шляпкой, и вот такой сложный оператор как набла со шляпкой, а также введем оператор m, равный вот такому выражению. Тогда наше сложное уравнение переписывается в таком виде. В общем компактном таком виде. Теперь далее мы рассмотрим полный CDion волновой функции. Все 16 компонентов. И рассмотрим, как этот наш оператор действует на нашу CDionную волновую функцию. Если мы введем вот такие величины E, F, G, H скалярные и 4 вектора E, F, G, H вот в таком виде, которые определяются через компоненты нашей волновой функции, тогда исходное уравнение может быть переписано следующим образом. После действия первой скобки на оператор пси-функции мы получаем вот эти вот напряженности вот этого поля, и тогда наше уравнение переписывается вот в таком виде. Сразу оговорюсь, что напряженности этого поля они не являются числовыми характеристиками, они не действуют на заряды. Эти напряженности имеют совсем другой смысл. Они отражают свойства
движение нашего электрона, а не его взаимодействие с электромагнитным полем. Вот. Теперь, если мы подействуем этим оператором еще раз на наши напряженности этого поля необычного, тогда мы получим вот такую систему уравнений, то есть мы подействуем оператором на это и проведем разделение величин с различными пространственно-временными свойствами. Тогда мы получаем вот такую систему уравнений, которая по форме совпадает с уравнениями Максвелла. Однако, как я уже замечал, эти уравнения не для силового поля, а это поле, которое несет информацию о движении релятивистского электрона. Здесь также можно написать теорему, соответствующую теорему Пойтинга в электродинамике, но она будет, конечно, иметь совсем другой смысл. Значит, интерпретация этого поля требует дальнейшего осмысления и дальнейшего исследования. Так, в заключение. Уравнение Клейна-Гордона-Фока для электрона в электромагнитном поле может быть сформулировано в кватернионной форме. Данное кватернионное уравнение допускает полевую интерпретацию. Более подробно рассуждение о релятивистском уравнении для электрона в кватернионной форме можно найти в двух статьях. Первая была опубликована в 2009 году в журнале математической физики. Вот она. Вторая это была опубликована в 2020 году в журнале Advances in Applied Clifford Algebras. Ссылки на эти статьи будут приведены в прикрепленном комментарии. Благодарю вас за внимание.